Привет! В данный момент моя основная камера Pentax LX. До этого такой камерой была K1000. Но вот совсем недавно я решил попробовать другую систему и приобрел Nikon FM2. В итоге я сделал обзор на две эти камеры, чтобы в целом показать их устройство, сходство и различия. Вообще, сравнивать LX и FM2, наверное, не совсем корректно, так как прямым конкурентом для Pentax была профессиональная модель Nikon F3. Тоже модульная и, несомненно, классная и красивая камера, но у нее такой же горизонтальный ход шторок, выдержка синхронизации 1/60, а также у F3 своеобразный горячий башмак под вспышку. Да и затвор полностью электронно управляемый. Поэтому я решил брать FM2. По характеристикам она похожа и на Nikon F3, и на Pentax LX, а в каких-то моментах даже нравится мне больше. Pentax LX хороша тем, что это камера с модульной системой, то есть для нее было изготовлено много разнообразных аксессуаров, начиная от моторных приводов до специальной задней крышки, которая впечатывала дату в кадр. Также LX имеет большое количество сменных видоискателей, даже шахтного типа, как у камер среднего формата, например Mamiya RB67. А еще Pentax хороша тем, как отображается информация в видоискателе. Что бы вы ни сделали, все так или иначе модель LX вам отобразит от включенной XP-коррекции до индикатора разряда батареек. Кстати, у Pentax в наличии еще и так называемый Pentax Magic Needle, система легкой зарядки пленки. Хвостик засовывается в любое из подходящих отверстий. Дальше сразу же можно протягивать пленку и закрывать крышку. В отличие от обычных систем зарядки, Magic Needle очень надежна и быстра. В правой секции находится колесо управления выдержкой, спуск затвора, рычаг перемотки пленки и взвода затвора. Сейчас спуск затвора находится в позиции Lock. Его необходимо разблокировать и, немного протянув рычаг перемотки пленки, можно освободить место для работы с кольцом выдержек. Выдержки Pentax LX могут быть от 1/2000 самой короткой до самой длинной 4 секунд и режима Bulb, а в автоматическом режиме вплоть до 125 секунд в определенных условиях. Выдержка сейчас установлена в автоматическом режиме, он же приоритет диафрагмы. Чтобы освободить кольцо выдержек, необходимо зажать кнопку рядом с надписью. Прокрутив кольцо выдержек, можно установить выдержку, например, в 1/1000. Далее одновременный взвод затвора и протягивание пленки за счет рычага. Количество кадров на счетчике кадров меняется, загорается сигнал взвода затвора, можно спускать затвор. Чтобы было лучше видно, я покажу процесс другого ракурса. Взвод затвора, количество кадров, красный индикатор, спуск. Возврат в исходное положение, блокировка, готово. Минимальное значение ISO Pentax LX это 6. Чтобы изменить ISO камеры, необходимо зажать кнопку рядом с колесом и прокрутить, например, до максимального значения в 3200. Для управления XP-коррекцией необходимо зажать кнопку и сдвинуть колесо. Стандартное положение, то есть отсутствие коррекции, это единица. В этом положении колесо заблокировано. При переводе циферблата в сторону долей, Pentax уменьшит время выдержки кадра для меньшего экспонирования, и наоборот, если крутить циферблат в сторону умножения. При включенной XP-коррекции в видоискателе в верхней правой части появляется красный флажок. XP-коррекция работает только в режиме приоритета диафрагмы. Сдвинув рычажок у кнопки, пентапризма Pentax LX сдвигается и ее можно снять. Чтобы скрутить пленку, необходимо сначала нажать на кнопку скручивания пленки снизу камеры, затем поднять ручку, крутить по указанной стрелке до тех пор, пока пленка не выскочит с характерным щелчком. Далее ручку необходимо потянуть вверх для открытия задней крышки. Nikon FM2. Модель, так же как и LX, выпускалась с 80-х годов, но не позиционировалась как профессиональная. В правой секции Nikon FM2 находится колесо управления выдержкой и ISO, спуск затвора, рычаг протягивания пленки взвода затвора, который также является блокировкой спуска, рычаг мультиэкспозиции и счетчик кадров. В данный момент спуск затвора находится в режиме Lock, потому что рычаг затвора прижат к кольцу выдержек. Самая короткая выдержка 1/4000, самая длинная 1 секунда и режим Bulb. Режима приоритета диафрагмы нет. Само колесо просто крутится так же, как и у Pentax LX, а для управления ISO необходимо приподнять колесо и прокрутить до нужного значения.
Далее взвод затвора, плюс перемотка пленки, количество кадров изменилось, можно спускать затвор. У Nikon все достаточно просто с левой стороны. Есть такая же ручка, как и у Pentax для сматывания пленки. Также перед этим надо нажать кнопку снизу камеры, но крышка не открывается, если просто потянуть ручку вверх. Сначала необходимо сдвинуть рычажок рядом с ручкой и только потом поднять ручку. Чтобы зарядить пленку, нужно протянуть ее вперед и засунуть хвостик в держатель пленки. У Nikon это не очень удобно делать, поэтому иногда приходится прокручивать держатель, чтобы зафиксировать пленку. После протягивания пленки рычагом можно поправить хвостик и еще раз протянуть пленку, предварительно спустив затвор. Теперь пленка достаточно фиксирована, можно закрывать крышку. Nikon FM2 и Pentax LX достаточно похожи. Обе выпускались в течение 20 лет благодаря своей надежности и независимости от электропитания. У обеих камер замер экспозиции центровзвешенный, но у Nikon обычный TTL замер, а у Pentax TTL OTF, который измеряет свет, отраженный от эмульсии фотопленки, благодаря чему в момент съемки в автоматическом режиме повышается точность замера. У Pentax гибридный, электронно-механический затвор с горизонтальным ходом гибких титановых шторок. Механически он отрабатывает выдержки от 1,75 до 1,2000, все что длиннее от батареек, а выдержка синхронизации 1,75. У Nikon затвор полностью механический, с вертикальным ходом титановых шторок. Благодаря этому у Nikon выдержка синхронизации 1,250. Обе камеры имеют репетир диафрагмы. При нажатии на кнопку, как у Nikon, срабатывает механизм закрытия прыгающей диафрагмы до рабочего значения. В данном примере это 22-я диафрагма. Либо необходимо сдвинуть рычаг, как у Pentax. Все это позволяет оценить глубину резкости, одновременно с этим затемняется изображение видоискателя. У обеих камер имеется функция мультиэкспозиции. Без нее пленка протягивается каждый раз, когда взводится затвор, что видно по счетчику кадров. Но если снизу Pentax нажать на кнопку мультиэкспозиции, она же кнопка сматывания пленки, то следующий взвод затвора не будет протягивать пленку. Счетчик кадров не сдвинется с места, и кадр будет экспонирован еще раз. Аналогично это работает у Nikon, только кнопка мультиэкспозиции не кнопка, а рычаг, который слегка нужно сдвинуть вниз, и находится он не снизу, а прямо у рычага протягивания пленки. Отложенный спуск есть у обеих моделей. Необходимо взвести затвор, сдвинуть указанные рычаги и спустить затвор. Обе камеры имеют задержку примерно в 10 секунд, а Nikon еще и приподнимает зеркало перед автоспуском. Ну а это был обзор и сравнение камер Pentax LX и Nikon FM2. Я постарался детально показать и рассказать про их особенности и функционал. Надеюсь, это было полезно. Спасибо за просмотр.